Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, и очень важная дисциплина, которую я хочу обсудить, это вот на этой кнопочке «Честь, таблица лидеров». Это у нас рейтинг героя. Ну, судя по названию, да, понятно. У нас сегодня 14-й день сезона, и будет первый подсчет рейтинга героя. Тут у нас есть награды за места. Кажется, они не сильно большие, но у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 вкладок. И в каждой вкладке до 3 получается еще дисциплин. Как у нас здесь идет подсчет? Отдельно для каждой школы и для каждой стихии. Видим, что есть у нас яд. То есть в стихии яда у нас есть школа яда и школа разъедания. Также у нас есть школа поддержки. То же самое справедливо для омертвления, для льда, для огня и так далее. Для того, чтобы занять побольше места здесь, мы должны выкручивать рейтинг героя, который указывается у нас в меню героев, на максимум. Как мы это делаем? С помощью талантов, с помощью пробуждений и с помощью снаряжения. Но здесь есть совсем нелогичная, неинтуитивная вещь. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас, например, разъедание. И на первом месте рейтинг героя 61 307. У него получается рук на 5-м пробуждении. Все таланты вкачаны, здесь такое вот снаряжение. Все как полагается, крит урон, крит шанс, все классно. То есть мы заходим в меню наших героев и поочередно одеваем каждого одного героя, самого сильного, который у вас есть с прокачанными талантами и с максимальным количеством пробуждения. Если это эксклюзивный герой, то это будет замечательно. Потому что эксклюзивный герой получает больше рейтинга, он изначально имеет больше рейтинга. Итак, мы сначала выбираем, например, огонь и начинаем щелкать по очереди. Сначала поддержка. В поддержке у меня с 5-м пробуждением есть только Джорн. Ну, соответственно, у нас есть Нара, у нас есть Хульдерк, но Нара мне придется прокачивать все таланты. У меня камней стихий столько нету. Поэтому возьмем Джорна, у меня как раз есть камни стихий на талант. Дальше мы одеваем снаряжение. А вот тут уже появляются нюансы. Во-первых, качество снаряжения, то есть мифический плюс, это всегда лучше, то есть больше рейтинга дает, чем просто мифический. Во-вторых, если у вас на снаряжении есть совершенствование стихий, если вы до сих пор не знаете, что это такое, это мы когда улучшаем до 20, после этого мы можем сделать совершенствование стихий. С помощью вот таких кристаллов, которые мы получаем за счет уничтожения других предметов снаряжения, которые нам не нужны. Какой здесь есть нюанс? Во-первых, первый нюанс. Мы всегда одеваем эксклюзивный артефакт. Всегда. Любой, причем вообще абсолютно любой, который мы можем здесь надеть. Эксклюзивный артефакт дает много очков рейтинга. По-моему, 4000. Вот давайте мы снимем и давайте мы оденем. 4000 он дает. Причем, если мы возьмем другой артефакт эксклюзивный, он даст столько же очков. Неважно, чей артефакт мы будем одевать. Видим, ничего не поменялось. Второй нюанс, как я уже сказал, здесь мы стараемся использовать мифическое плюс снаряжение. И желательно с совершенствованием, чтобы оно здесь уже было. Одеваем раз. Одеваем, например, 2. Одеваем 3. И одеваем, например, 4. Видим 54 000. Еще один нюанс, он абсолютно не очевидный. Здесь было, в принципе, более-менее логично, да, эксклюзивный артефакт нам дает больше очков, там мифическое плюс, понятно, больше очков, и, соответственно, если есть прокачка, тоже больше очков, это вроде бы логично. Здесь же у нас в рунах не совсем логичные вещи происходят. Здесь у нас больше дают определенные параметры, причем они чаще всего они не соответствуют тем приоритетам, которые мы обычно соблюдаем для конкретного персонажа. Я имею в виду, например, там просвещенность, либо просвещенность, либо какая-нибудь защита может давать больше, либо сопротивление, больше очков там какому-нибудь герою, который наносит урон, чем, например, крит урон, крит шанс. Бывает такое. Я, честно, не помню распределение именно по количеству очков, которые дает тот или иной параметр, и то есть я не помню, как мы обычно собирали. Но в любом случае, те руны, которые у вас есть, вы их одеваете и проверяете, изменился ли у вас рейтинг. Видим, что с просвещенностью у меня больше стало, да? Также давайте посмотрим критический урон и ускорение навыков, и шанс крит удара.
Вот так вот сделаем. У меня, к сожалению, нету. Ну, давайте попробуем. Ой, сделать, наверное, вот так вот. Нет, у нас очки не изменились, значит, они не стали больше. То есть, скорее всего, стали меньше. Давайте вернем нашу руну. И на целых 400 очков она все-таки больше. Теперь давайте вторую руну. Сопротивление. Вот здесь мы уже посмотрим... так, насколько я помню, ускорение навыков. И вроде бы сопротивление. У меня такой руны нету, но давайте попробуем то, что есть. Например, атаку. 56 тысяч. Что если очки здоровья? И здесь у нас будет помимо ускорения навыков еще просвещенность, сопротивление, крит удар. Больше видим. То есть здесь у нас была атака и вот эти параметры, и здесь у нас вот такие. Так, точность. А ну-ка. Еще больше. 56 900. Критический урон, ускорение навыков и точность. $56 200. 56 200 все еще. Все еще 200. И вот это была самая лучшая, да? Да, 56 900. Так, то же самое можно сделать здесь. Здесь нет. Так, атака нет. Крит урон. Тоже нет. Ну что ж, давайте вернем просвещенность. А какая еще просвещенность у нас есть? Есть вот такая. Нет, не улучшилась. Вот такая. Тоже не улучшилась. И тоже не улучшилась. Ну, пока что выглядит на самом деле логично, если не считать вот эту просвещенность. Так бы было логично. Вот зачем Джорну просвещенность? Я не знаю, но очков она дает больше. Итак, у нас герой поддержки, да, 5-го пробуждения, все таланты и... Ой, мы ему понатыкали вот этого снаряжения. Единственное, что можно вот так еще совершенствование стихий сделать. Здесь я не буду делать, потому что у меня эта вещь используется везде. И не всегда мне нужно больше очков здоровья, так как босс на воронке будет бить того, у кого больше здоровья, а чаще всего это не тот, кто носит вот эту вещь. Поэтому надо быть аккуратнее. Давайте, кстати, сравним. Вот эту и вот эту. И нет, вот это лучше. Это заметно лучше. 57 тысяч у меня здесь очков получается. И давайте проверим, сколько очков здесь у поддержки огня максимум. 56 600. То есть с 57 тысячами я выйду на первое место. Если люди не вспомнят про эту дисциплину, не зайдут и не займутся тем, что подберут наилучшее снаряжение. Чтобы ускорить процесс подбивки вот этого снаряжения по всем этим стихиям и по всем школам, да, мы просто переодеваем то, что надели ему, другим персонажам. Но прежде чем это делать, я советую 100-й уровень все-таки сделать, потому что уровень тоже влияет на рейтинг героя. И, соответственно, конечно же, нам лучше 100-й уровень докачать. Ну, чуть-чуть мне не хватило на самом деле. Одной проходки гоблинов мне не хватило, 99. И видим, что на целых 2000 уже у нас рейтинг вырос. То есть прежде чем всем вот этим заниматься, я вам, конечно же, советую уровень докачать. Ну, по крайней мере, тот, который вы сможете получить. Так как хлеба на старте не хватает, да, не факт, что у вас это получится сделать. Так вот, когда мы одного одели, то есть одну дисциплину закрыли, мы просто переключаем дальше по школам. Выбираем нашего героя, который у нас с максимум талантов. У меня здесь у дикости ни у кого таланты не прокачаны. У меня выбора, к сожалению, нету, потому что хлеба у меня не будет на то, чтобы прокачать все таланты по всем дисциплинам. Но, как вы видели, по камням стихии у меня они все-таки есть. И, например, я выберу Фелисити. Я прокачаю ей таланты. Она у меня 5-го пробуждения. Она считается, по-моему, ну, таким редким легендарным героем, как, например, Каспар. То есть рейтинг у них вроде бы одинаковый. Ну и затем с Джорна я просто переодеваю вот таким вот образом его снаряжение. И надеваю также любой эксклюзивный артефакт. И видим, что 59 тысяч таких же я получил. Также мы делаем дальше. С горением, которым, кстати, тоже не прокачано. У меня здесь есть Дурем на плюс 5. Его будет достаточно. Ну, потому что лучше него, больше рейтинга даст только эксклюзивный герой, которого на плюс 5 у меня, к сожалению, нету. У меня не хватает на последний талант, ну, что поделать. Такова жизнь. И я также переодеваю его. И даю, например, кстати, давайте сравним эксклюзивный артефакт. 3000 дает, донатный только.
а эксклюзивный даст еще 1000 сверху. Вот. 58 900. Если докачаю талант, то тоже будет 59. Ну и все, вот так вот, таким вот образом мы проходимся по всем школам и по всем стихиям. И перекидываем друг другу снаряжение. Единственное, что при смене стихии, да, нам придется подбирать руны заново. Потому что, да, те, что, допустим, от огня, естественно, они, кто бы мог подумать, они для льда не подойдут. А теперь давайте посчитаем. Здесь у нас 3, 3, 3, 3, 3, 3. То есть 18 дисциплин. И в случае занимания первого места занятия, это у нас 900 окаменелостей вот так вот, просто так. Ну, в среднем у меня обычно бывает 500-600. То есть меня здесь многие обгоняют по некоторым дисциплинам. Но 500-600 я забираю. То же самое у нас происходит и с развитием фамильяра. Только дисциплин здесь заметно меньше. То есть у нас здесь дисциплины разбиваются на, получается, отдельного питомца. Причем отдельного видим, да? И есть один общий. То есть среди всех. У кого лучше всего. И давайте посмотрим. У него здесь один плохой талант. Ну, в смысле, не плохой, а не уникальный. И 800 атаки, 784 защиты. При этом у меня два таких. Атаки поменьше и защиты поменьше. И у фамильяров, конечно же, здесь уже довольно-таки логично. То есть у нас чем выше характеристика, и чем больше вот таких уникальных талантов, тем, соответственно, рейтинг у него выше. Ну, здесь, конечно, так вот какими-то простыми переодеваниями места не займешь никакое. Причем, подождите-ка, что здесь происходит? У него два кота заняли 2 места. А как это получается? Я так понимаю, здесь не важно, какой у вас питомец. Если он соответствует рейтингу, который попадает в топ-30, то вы можете здесь, я так понимаю, хоть 5 големов, чтобы у вас попало. Лишь бы они были по рейтингу, ну, то есть вот на высоких цифрах. Такое я раньше не обращал на это внимания. Здесь награды, по-моему, такие же, как и вот здесь вот по героям. То есть дополнительно еще получим за питомцев. Ну и видим, да, что здесь у нас оса есть. Здесь, кстати, уже порог меньше, 48 тысяч, а не 53. Ну, потому что осу вот эту особо никто не прокачивает. То же самое с астралистом. То есть сюда можно попасть, если вы не первый сезон играете, если у вас питомцы скопились, и вы можете быстренько любых талантов накидать, то, да, можете попасть сюда. И потом, кстати, каждые, по-моему, 2 недели вот этот подсчет рейтингов идет. Каждые 2 недели вы будете за питомцев получать дополнительную окаменелость. Почему бы и нет на самом деле? Ну и на этом все. Больше тут каких-то нюансов, которые, по крайней мере, я знаю, я не видел. Нету. Для меня нету. Если вы какие-то знаете, подсказывайте в комментариях. А на этом все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.